8 ноября, 26 октября по старому стилю, православные христиане празднуют День памяти великомученика Димитрия Солунского, одного из наиболее почитаемых православных святых, который имеет от Бога благодать покровительства христолюбивым воинам. Святой великомученик Димитрий Солунский был сыном римского проконсула в Фессалониках. Родители Димитрия были тайными христианами. Они крестили сына в тайной домовой церкви и воспитали его согласно христианским канонам. После смерти отца Димитрий был назначен императором Галерием Максимианом, проконсулом Фессалоникийской области. Главная задача, возложенная на молодого воина, состояла в обороне города от варваров и уничтожении христианства. Галерий и подумать не мог, что Димитрий проявит себя как христианин, проповедуя в городе и обратив в христианскую веру множество людей. Получив назначение, Димитрий тотчас принялся прославлять Господа Иисуса Христа, открыто уча горожан христианству и искореняя языческие верования. Составитель жития Димитрия Симеон Метафраст называет Димитрия вторым апостолом Павлом для Фессалоники, потому что именно апостол Павел основал когда-то в этом городе первую общину верующих. Когда император Максимиан узнал, что новый, назначенный им проконсул, христианин и многих римских подданных обратил в христианство, он разгневался на Димитрия. Возвращаясь из похода в Причерноморье, Галерий решил вести армию через Фессалоники, чтобы расправиться с проконсулом. Узнав об этом, Димитрий повелел своему верному слуге Луппу раздать свое имение нищим со словами: «Раздели богатство земное между ними, будем искать себе богатство небесного». А сам принялся за молитву и пост, тем самым готовя себя к принятию мученического венца. Когда император Максимиан вошел в город, то приказал привести к себе Димитрия. Тогда тот смело назвал себя христианином и обличил римское многобожие. Галерий повелел заключить исповедника в темницу, и ангел сошел к нему, утешая и укрепляя в подвиге. Тем временем император предавался гладиаторским зрелищам, наблюдая, как его любимый силач по имени Ли сбрасывал с помоста на копья воинов, побежденных им в борьбе христиан. Христианин по имени Нестор пришел в темницу к Димитрию и попросил его благословения на единоборство с варваром Лием. По молитвам Димитрия Нестор победил Лия, сбросив его с помоста на копья воинов. Как ранее язычник, Лий сбрасывал христиан. Разгневанный Максимиан приказал немедленно казнить Нестора, которого память церковь 9 ноября, и послал стражу в темницу пронзить копьями проповедника Димитрия. Ранним утром 26 октября 306 года в темницу, где томился Димитрий, пришли воины и пронзили его копьями. Служитель Димитрия Луп собрал на полотенце кровь великомученика, снял с его пальца императорский перстень, знак его высокого достоинства, и также омочил в крови. Перстнем и другими святынями, освященными кровью солунского проповедника Димитрия, Луп стал исцелять болящих. Император повелел схватить и убить его. Тело великомученика Димитрия было выброшено на съедение диким зверям, но христиане взяли его и тайно предали земле. Слава и ныне глас осьмы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Существует несколько сказаний о чудесах великомученика Димитрия Солунского. Автором одного из сказаний является епископ Иоанн Фессалоникийский. Его текст датируется VII веком. Приведем некоторые чудеса святого. Некий Эпарх предавался чревоугодию и другим плотским страстям, от чего заболел. Никакое лечение не помогло ему. Он даже отверг магический амулет, отдав предпочтение спасению души, а не физическому здоровью. Тогда во сне ему явился великомученик Димитрий и велел идти в храм.
Епарх исполнил волю святого, после чего исцелился. Также один военачальник страдал болезнью желудка и, находясь при смерти, велел отнести его в храм Димитрия. В храме он получил исцеление. Епископ Иоанн рассказывает об одержимом демонами воине, которого отнесли в храм Димитрия Солунского, и спустя время он исцелился. Император Маврикий потребовал у архиепископа Фессалоникийского Евсевия прислать ему мощи Димитрия Солунского для помощи на войне. Евсевий отказал императору, напомнив, что еще император Юстиниан безуспешно пытался получить мощи святого. Тогда служители церкви решили открыть мощи, производя раскопки в предполагаемом месте их нахождения, но были остановлены внезапно возникшим пламенем и голосом, вероятно, Димитрия Солунского, который запретил им это делать. Правитель Болгарии царь Калаян вел борьбу с Византией, а в дальнейшем с основанной на ее территории Латинской империей. Ему удалось отвоевать Северную Болгарию, Поморавье и часть Македонии. В 1207 году он осадил Фессалоники, но неожиданно погиб. Осада города была прекращена. Считается, что ночью к Калаяну явился великомученик Димитрий и пронзил царя копьем в сердце. Это событие стало элементом иконографии святого Димитрия. Он изображается верхом на коне, который попирает Калаяна, в то время как Димитрий пронзает его копьем.